Всем привет и добро пожаловать! Сегодня мы в одном из лучших индийских ресторанов города Бишкека. И вас ждет сегодня очень много вкусных индийских блюд, которые я буду пробовать. Я буду делиться впечатлениями. Я очень дико взбудоражен, воодушевлен. Давайте поскорее пойдем уже внутрь и будем заказывать много-много вкусняшек. И вот мы наконец-таки внутри заведения. Здесь первое впечатление очень приятное, атмосферное. Даже есть красивый фонтанчик прямо посреди ресторана. В общем, мы сделали заказ, поговорили с официантом и заказали самые популярные позиции, которые актуальны здесь. То, что люди заказывают именно здесь. Там будут и мясные блюда, и вегетарианские блюда. Попробуем и индийские десерты традиционные. Нам еще сказали, что здесь два шеф-повара из Индии работают прямо в этом ресторане. Это замечательно, значит, нас ждет очень вкусная трапеза. Ну и очень голодные, жду в предвкушении. Вместе с вами все сейчас будем пробовать. Ну что, как говорится, первый пошел. Нам принесли самосу. Читаю, да? Это индийские пирожки с начинкой из картофеля, зеленого горошка, хорошо обжаренный, подается с мятным соусом. По-нашему самса, то есть по форме очень напоминает. Единственное отличие то, что они жарены. Я прям чувствую хрустящее тесто, прям ощущается, что его приготовили прямо сейчас. Аромат прям прет из него. Ладно, не буду вас томить, давайте сразу начнем. Пробуем. Друзья, я в шоке. С первого выстрела, что называется. Внутри начинка, она похожа на пюре, но вкус гораздо богаче, гораздо насыщенный специями, какими-то травами. Есть горох определенно, но то есть это не просто пюре. И, кстати, это блюдо веганское. Смотрите, нам принесли индийский соус чатни на основе мяты. Будем пробовать с ним. Итак, добавим соуса. О, как стекает, красотища. Пробуем. Да. Знаете, соус такой немного кислинку дает. Как будто бы там есть лимон, мяты вообще не чувствуем. И какое-то остренькое послевкусие, но однозначно добавляет контрасту этому самосам. Однозначно надо кушать с этим соусом. Но здесь есть еще второй соус, его называют сладкий соус. Давайте вот с этой стороны попробуем. Окей, поехали. Это соус сладенький. Что-то вроде жидкого острого кетчупа, прям очень жидкого. Но чатни однозначно фаворит. Ваше здоровье. Нам принесли первое основное блюдо. Суп называется дал татка. Не знаю, правильно ли прочитал или нет. Это желтый горох, приготовленный с луком, помидорами, маслом, индийскими специями. Я так подозреваю, что это должно быть похоже на гороховый суп. Ну, по аромату прям сразу не скажешь. Ну, пахнет аппетитно. Ну, то есть специями отдает сразу. Вот запах гороха пока я не почувствовал. Небольшое отступление. Вообще большинство блюд индийских можно кушать либо с рисом, либо с наном. Нам принесли суп. Если мы просто кушаем его как суп, соответственно, все окей. Но если мы хотим сделать из него второе блюдо, то мы его замешиваем с рисом, либо с хлебом. Рис басмати – это традиционный индийский рис, имеет продолговатую форму, он хорошо пропитывается всякими кариями, всякими добавками, супами, и он не собирается в комки, в этом его преимущество. Ну, давайте начнем, просто попробуем сначала как суп.
Немножечко замешаю. Смотрите, о, как это выглядит, конечно. Ням-нямки, друзья мои. Немножечко и пробуем. Да. Это на вкус как очень вкусный гороховый суп. И немного такое легкое ощущение чувствуется специй, но не прям сильное. То есть вполне себе, если бы моя бабушка приготовила такой гороховый суп, я бы даже и не подозревал, что это индийское национальное блюдо. Давайте теперь попробуем с рисом басмати. Берем рис, смотрите, как он рассыпается. Окей, окей. Так, сюда заливаем эту штуку вот так вот. Окей. Очень вкусно. Очень вкусно. Какой красивый рис. Я не знаю, он ощущается, будто бы это какой-то очень дорогой рис. Не знаю, почему мне так кажется, но вот такие впечатления в голову приходят. Да, однозначно. Давайте попробуем с наном. О, нан тепленький такой, свеженький. Окей, я так понимаю, что можно сделать просто вот так вот. Окей. Смотрите, как это выглядит. Мать моя, вот это красотища. Будем. Очень вкусная лепешка, свежая. Хрустит. Ну это просто. Ребята, это просто красотища. Давайте. Еще раз. Я заляпался, но это очень вкусно. Простой гороховый суп, но с этими лепешками. Это моя рекомендация, друзья. Пойдем дальше. У нас первое мясное блюдо. До этого мы кушали исключительно вегетарианские блюда, а сейчас классика жанра – чикен карри. Здесь примечательно то, что чикен карри подается без костей. Это однозначно плюс, потому что там ковыряться с костями – это не совсем прикольно. Ну и сейчас будем пробовать, друзья. Наверное, я попробую сначала с хлебом. Возьму вот так вот, слышите, хруст какой. О, это будет интересно, это будет весело. Немного карри сверху. Смотрите, как она стекает. Вот это красота, такое сочное. Ну и будем пробовать на вкус. Это карри, ну это лучшее карри, которое я пробовал. Что-то там, какие-то мелкие кулинарные там изыски использовались. Потому что на вкус карри как карри, да, многие пробовали карри, их подают не только в индийских ресторанах. Но здесь прям, прям да, я бы вот этого соуса отдельно бы еще просто сюда вот так вот, да, стекай, моя хорошая, иди ко мне. Однозначно, да, даже не думаем. Да, если вы фанат чикен карри, забудьте про европейские кафешки, где вы его заказывали. Приходите сюда и пробуйте его здесь. Это, мне кажется, трушное чикен карри. На вкус как чикен карри, повторюсь, но что-то в нем есть особенно. То есть передать это сложно, но это очень вкусно, это очень вкусный карри. А что попить, спросите вы? Традиционный индийский напиток лосси. Айран, взбитый со специями. Ну, айран чувствуется. Специи, знаете, тоже чувствуются. Вот помните, мы кушали самосы с чатни? Вот что-то напоминает на чатни. Видимо, это мята и что-то еще. Ну что ж, будем пробовать. Прикольно. Он такой, ну да, айран. Видно, что там какие-то специи и травки замешаны. Ну и он такой вот легкая, абсолютно легкая кислинка, не слишком густой. И
Да, очень классно освежает рецепторы. Ну, то есть, такой напиток я понимаю, почему в Индии популярен. И при этом очень похоже на остальные блюда. Ну, то есть, эту специю, наверное, можно встретить там в каждом втором блюде, которое мы пробовали. Ну, прежде чем мы перейдем к мясным блюдам, последний вегетарианец у нас сегодня палак панир. Это шпинат с брынзой. Кто-то говорит брынза индийская, кто-то говорит индийский сыр. Сейчас проверим. Давайте посмотрим по консистенции, как это все выглядит. Вообще в Бенгалии, это на востоке Индии, есть культ шпината. И можно встретить очень много блюд со шпинатом. Ну вот, видите, мы видим кусочки сыра или брынзы. Сейчас узнаем. Нам тут сказали, что это вкуснее кушать с хлебом, с наном. Вся та же концепция, да. Ну, что вообще ждать от этого вкуса, я понятия не имею. Поэтому будет интересно вместе с вами открыть этот новый удивительный мир шпината. Поехали. Очень похоже на карри, сама вот эта вот жижка. Да, ну, чувствуется привкус шпината, но я бы не сказал, что он прям превалирует. И сыр. По ощущениям, это скорее больше сыр, чем брынза. Ну, опять-таки, это действительно вкусно. То есть я удивлен. Это вегетарианское блюдо. Я ожидал, что я сейчас буду кушать траву, а это совсем не так. То есть я кушаю вполне себе интересную начинку. Я очень удивлен, что вегетарианские блюда могут быть такими богатыми на вкус, богатыми по текстуре. Это действительно вызывает бешеный интерес. Ну, а что еще таит великая индийская кухня? Мы-то заказали всего там 8-7 позиций сегодня. То есть сколько еще нам предстоит узнать? Ну, это я тоже рекомендую. Особенно если вы веган, то вам повезло. Ну, то есть это можно кушать каждый день. И вот сейчас, кстати, вот я заметил, что такое острое послевкусие. Он такой вот, знаете, как жвачку жуешь, и у тебя горло, дыхание прочищается. Вот примерно такой эффект я сейчас тоже испытываю. Очень интересно, очень интересно. Заказывайте. Наш следующий гость – это Маттен Роган Джош. Баранина в томатном соусе с помидорами, луком и индийскими специями. Давайте посмотрим, как это все выглядит по консистенции. Да, вижу кусочки баранины. Официант нам сказал, что эту баранину варят 4 часа, а потом несколько дней маринуют. Это чуть ли не самое популярное блюдо здесь. И, конечно же, это все интригует. Хочется это все попробовать как можно скорее. Это блюдо мы будем пробовать с рисом. Окей. Накладываем немного риса басмати. Есть. Так, берем какой-нибудь кусочек небольшой для начала и чуть-чуть соуса заливаем. Окей. Выглядит, конечно, очень бодро это все выглядит. Давайте пробуем. Ага, поехали. Простите меня за это. Все расскажу, но это очень вкусно. Что я вам скажу? Баранина очень нежная. Вот те, кто боятся, что баранина жесткая, вообще ни грамму, ни капельки, даже сразу не поймешь, что это баранина. Настолько нежное мясо, оно действительно тает во рту. И совсем не пахнет. Замешано вот в этих специях, это очень вкусно. Знаете, по вкусу может быть похоже на какую-то тушенку, но тушенка, там мясо, как будто бы его лазером приготовили. А здесь прям чувствуется, что с этим мясом никакие там химические процессы не происходили. То есть его действительно просто хорошо отварили и замешали в офигенном индийском соусе. О, смотрите. Ну ладно, специально для вас я сделаю еще один бит. Вот сделаем вот так вот с лепешечкой.
Красиво, смотрите. О, вы это видите? Скажите, что вы это видите. Все, будем. Мать моя. Моя. Это сегодняшний фаворит, друзья мои. Это самое вкусное мясное блюдо, которое я попробовал сегодня. Очень вкусно. Если вы хоть на капельку сомневаетесь, стоит ли идти в индийский ресторан или нет, то только ради этого блюда Mutton Rogan Josh стоит сюда прийти. Обязательно попробуйте. Наше последнее блюдо на сегодня – это чикен бирьяни. Бирьяни с курицей. Вообще в Юго-Восточной Азии существует культ бирьяни. То есть его едят в Пакистане, в Афганистане, в Индии, в Бангладеше. Ну, это воистину такое культовое блюдо, которое непременно стоит попробовать. И вот за этим мы, в принципе, сюда и пришли. По концепту это очень похоже на плов. Да, но сделано с какой-то такой своей изюминкой индийской. Безусловно, со специями, с травами. Но будем пробовать. Первый байт без мяса. Поехали. Как объяснить? Ну, это похоже на плов в том плане, что рис такой вот жирненький, обжаренный. Да. Но... То есть это не совсем плов, то есть по вкусу это не плов, то есть он приготовлен как плов, но в основе лежат какие-то свои продукты. Я здесь не вижу моркови, я здесь вижу больше трав и, конечно же, специи. Причем специи такие необычные, которых я вот до этого в других блюдах не пробовал. Давайте попробуем с мясом. Еще нам сказали, что это блюдо нужно кушать с соусом. Называется райта, айран, замешанный со специями. Ну, как без них? Индийская кухня – это всегда специи везде, повсюду. Вот так вот это выглядит. Сейчас будем пробовать. Такой кисленький соус, но я его немного не распробовал, потому что взял очень большой кусок мяса. 1000 извинений, я исправлюсь. Давайте теперь вот так вот. Да. Конечно, этот соус добавляет контраста, делает вкус более насыщенным, более богатым, более интересным. То есть вначале вы чувствуете кислинку, а потом весь этот вкус сглаживается непосредственно вкусом самого бирьяни. Но действительно, если вы фанат плова, если вам надоело кушать плов и вы хотите испытать новые ощущения, то бирьяни стоит попробовать. Однозначно очень вкусный рис. И я уверен, что кто любит плов, полюбит и бирьяни. Это вкусно, вам понравится. Гарантирую. Ну и какой праздник без десерта, друзья мои? Конечно же, мы не оставим вас без сладости. В общем, заказали традиционный десерт индийский – гаджар халва, морковь в молоке с сухофруктами, популярный индийский пудинг. Пахнет, вот как-то странно пахнет. Пахнет каким-то алкогольным напитком, коктейлем. Очень странно. Ну, в общем, друзья, давайте пробовать. Видите, здесь есть морковь, она обжаренная, возможно, в меде. Я вижу тут миндаль, я вижу кэшью. Ну, вот так вот выглядит вполне аппетитно. Окей, давайте все это попробуем. Вот она моя первая, пошла. Вот сейчас я почувствовал вкус жареной моркови. Ну вот, если бы я не знал, что это морковь, мне бы показалось, что это какой-то очень изящно приготовленный экзотический фрукт. Ну, как будто бы кушаешь жареный такой подслащенный фрукт, который с какими-то пряностями. Ну, я думаю, фанатам, сладкоежкам
Это, конечно, очень понравится. Вот. Давайте чуть-чуть глубже нырну. Я вижу там то ли масло подсолнечное, то ли что это. Да, это масло. То есть, все правильно. Довольно-таки такой жирненький десерт. Но как десерт, чтобы закончить трапезу, это, конечно, норм. Это можно попробовать. Ну что ж, подведем итоги. Здесь я могу сказать, что готовят на уровне. То есть я бывал в индийских ресторанах в разных странах, и здесь ничуть не хуже, в чем-то даже лучше. Я бы выделил 3 блюда, которые мне понравились, ну прям просто взорвали башню мою. Это Маттон Роган Джош, нежнейшая баранина, заправленная в офигенном индийском соусе с приправами, со специями, она тает во рту, нет никакого неприятного запаха, но Маттон Роган Джош это просто one love. Только ради этого блюда стоит сюда прийти. Также хотел выделить дал татка, это вот этот гороховый суп, очень простой рецепт, но очень знакомый нам, да, но тем не менее там есть что-то такое свое особенное, то есть горох раскрывается по-новому, и это веганское блюдо, но тем не менее оно очень-очень вкусное. Ну и третье я бы назвал палак панир, это шпинат с брынзой, то есть когда ты смотришь на это блюдо, ты не знаешь, чего следует ожидать, но когда ты пробуешь, ты просто поражаешься, диву даешься, ну то есть ты в приятном смысле шокирован тем вкусом, который дает тебе это блюдо. Ну, действительно, классное сочетание брынзы со шпинатом, с индийскими специями. Ну и плюс ко всему, это что-то такое необычное. Оно и выглядит так своеобразно, да, но при этом очень-очень вкусно. Вот, ну такой был этот выпуск. Напишите в комментариях, куда бы вы хотели, чтобы мы сходили, либо какую кухню вы хотите, чтобы мы попробовали. Мы будем безумно рады вашей обратной связи. Будем начеку, будем ждать новых выпусков. Так что до новых встреч!